Февраль 1799 года. Французский генерал Наполеон Бонапарт завоевал Египет. Но удержанию контроля над страной мешают восстания, а англичане уничтожили флот, отрезав его от подкреплений. Султан поклялся разгромить иностранного захватчика, и две большие османские армии собираются, чтобы вернуть Египет. Но Наполеон не будет спокойно сидеть и ждать их. Он решил нанести удар первым, пока его враги еще не готовы. Силы, сосредоточенные в Сирии и насчитывающие, по слухам, 50 тысяч человек, представляют наибольшую угрозу, поэтому именно они станут его первой целью. 10 февраля Наполеон отправляется с войском численностью всего 13 тысяч человек через Синайскую пустыню в Святую Землю. Это все, что он может выделить, поскольку для удержания Египта требуется очень много солдат. Тем не менее, это чрезвычайно энергичная, опытная и хорошо подготовленная армия, состоящая из 4 пехотных дивизий и кавалерийской бригады под командованием Мюрата. Для Наполеона важны скорость и внезапность, но очень быстро все начинает идти наперекосяк. Французы снова оказались не готовы к суровым условиям и жаре пустыни. Воды не хватает. Продовольствие на исходе. В Эль-Арише они неожиданно обнаруживают, что в городе находится гарнизон численностью 3000 османских солдат. Осада задерживает Наполеона на 11 дней и приводит к потерям в 400 человек, которые он едва ли может себе позволить. Капитуляция гарнизона достигается лишь на щедрых условиях. Его разоружают, но разрешают уйти после того, как солдаты дадут клятву не поднимать оружие против французов в течение года. Французская армия продолжает продвигаться в Палестину. Ее плодородные равнины и фруктовые деревья приносят облегчение после пустыни. 24 февраля французы занимают Газу, где с радостью обнаруживают большие запасы продовольствия и боеприпасов, оставленные османами. Следующая цель Наполеона – портовый город Яффа, удерживаемый 5000 османских солдат. Пушки бьют по каменным стенам, пока, наконец, не удается пробить брешь. Но когда Наполеон посылает гонца с предложением сдаться, чтобы избавить обе стороны от ужасов штурма, османы отрубают ему голову и выставляют ее на стенах города. Разъяренные французские солдаты штурмуют брешь и одолевают защитников. Затем они врываются в город и начинают убивать. Это продолжалось 24 часа. «Зрелище было ужасным», – писал один из французских очевидцев. «Звуки выстрелов, крики женщин и стариков, груды тел, запах крови, крики победителей, ссорящихся из-за добычи». Кровавая бойня идет без разбора. Убивают женщин и детей, а также 2000 османских солдат. На следующий день порядок постепенно восстанавливается. Но впереди ждут новые страдания. Друзья, YouTube пытаются заблокировать в России. Чтобы не потерять нас, подписывайтесь на наш телеграм-канал. В нем каждый день выходят интересные посты по истории, а также там мы будем оповещать вас о том, как и где вы можете посмотреть наши видео. Кроме того, вы можете поучаствовать в розыгрыше и попробовать выиграть одну из книг. Друзья, давайте оставаться на связи.
После разгрома Яффы Наполеон получает в свое распоряжение 3000 османских пленников, которым обещана жизнь. Но поскольку его войска и запасы провизии и без того невелики, он не желает выделять солдат для конвоирования пленных и отдавать остатки еды. Некоторые из них из гарнизона Эль-Ариша, и они нарушили свою клятву не брать в руки оружие против французов. А еще эти люди обезглавили его гонца. Посовещавшись со своими офицерами, Наполеон отдает приказ казнить пленных. В течение 3 дней французы партиями выводят пленных на пляж и расправляются с ними. Некоторых расстреливают, некоторых просто сбрасывают в море. А на 3-й день французские войска получают приказ использовать штыки, чтобы сэкономить боеприпасы. Это зверство Наполеон будет оправдывать до конца своих дней. «У меня не было выбора», — настаивал он много лет спустя. Но массовые убийства служат источником наглядной пропаганды для его врагов. А если целью было напугать противников, то, похоже, это лишь подтолкнуло их к более ожесточенной борьбе. Словно по божественному приговору, в течение нескольких дней сотни французских солдат заболевают бубонной чумой. Наполеон проявляет немалую храбрость, навещая больных в госпитале. Поступок, который позже прославила его собственная пропагандистская машина. Теперь Наполеон направляется к своей главной цели – Акре. Древний портовый город, прославившийся своей ролью в крестовых походах, теперь является резиденцией местного османского губернатора. Это Ахмед Паша Аль-Джазар, известный как Мясник. Вот уже 25 лет он правит Сирией железным кулаком и печально известен своими изобретательными пытками и казнями. Он проигнорировал предложение Наполеона сдаться. Более того, Наполеон не знает, что на помощь ему прибыли 2 британских корабля. Наполеон прибывает к горе Кармель в 20 километрах к югу от Акры точно в срок, чтобы увидеть, как британцы захватывают прибрежный конвой, перевозивший жизненно важные осадные орудия. Их потеря наносит серьезный удар по его надеждам на быструю осаду. — 18 марта французы прибывают к стенам Акры и начинают окапываться. Без осадных орудий взятие города представляет собой серьезную проблему. Акра оснащена 250 орудиями. С тыла окружена морем, а с суши – стенами толщиной более 2 метров. Британцы контролируют море, обеспечивая беспрепятственное снабжение. Кроме того, для усиления обороны они высаживают морскую пехоту вместе с корабельными орудиями, а также артиллерию самого Наполеона. Британский командующий коммодор Сидней Смит энергичен и полон идей. А французский эмигрант Антуан де Филиппо, бывший одноклассник Наполеона, дает советы по осаде. Через 10 дней после прибытия французы начинают обстрел. Пушки Наполеона пробивают небольшую брешь в стенах, но затем их настигает встречный огонь. 40 артиллеристов погибают, а все орудия, кроме 3, выходят из строя. Наполеон пускает в ход пехоту с лестницами. Скрытый ров срывает их штурм, а защитники стреляют из мушкетов и сбрасывают камни. Французы поспешно отступают в беспорядке. Всех, кто был оставлен, скорее всего, обезглавят. Мясник предложил награду за каждую голову француза, которую ему принесут.
Затем французы отбивают вылазку османских войск, неся большие потери. Осада Акры заходит в тупик. Наполеон будет ждать прибытия более тяжелых орудий из Александрии, прежде чем рискнет предпринять новый штурм. Но тут приходит тревожное известие, рушащее этот план. Османская армия, собравшаяся на севере, 40 тысяч человек, приходит в движение. Наполеон может выделить всего 4 тысячи человек, чтобы противостоять им. Шансы кажутся безумными, но Наполеон верит в подготовку и опыт своих войск, а особенно в качество своих офицеров. Не зная направления движения противника, он разделяет свои силы. 8 апреля при Назарете Жуно обнаруживает и разбивает вражескую кавалерию, в 10 раз превосходящую его по численности. 3 дня спустя Клибер наносит поражение 5000 у Канны, а Мюрат застает врасплох еще одну армию к северу от Галилейского озера. 15 числа генерал Клибер получает сообщение, что основные силы противника повернули на юг и расположились лагерем у горы Геват-Аморе в 13 километрах от горы Табор. Стремясь к славе, Клибер отправляется туда со своей дивизией, намереваясь застать врага врасплох на рассвете. Но он просчитался с маршем. Когда взошло солнце, он оказался на открытой местности, его 1500 человек против 35 тысяч. Дивизия Клибера формирует каре и под палящим солнцем сдерживает врага в течение 10 часов. Но боеприпасы на исходе. Им отчаянно требуется подкрепление. Наполеон тем временем мчится им на помощь с 2500 солдат. Он прибывает как раз вовремя, атакует османскую армию с тыла, заставая ее врасплох. Большая часть их сил – крестьянское ополчение. В панике они разбегаются во все стороны. Клибер присоединяется к атаке. Османская армия разгромлена. Ценой менее чем 300 потерь Наполеон уничтожил вражескую армию и обеспечил контроль над Палестиной. Теперь падение Акры должно последовать непременно. Но в Акре ситуация для французов ухудшается. Не контролируя море, они ничего не могут сделать, чтобы предотвратить поступление в город подкреплений и припасов. В то время как их собственные запасы боеприпасов настолько малы, что людей отправляют на поиски отработанных пушечных ядер, чтобы обстрелять город. Что особенно тревожно, во французском лагере вспыхивает чума, и каждый день появляется около 20 новых случаев заболевания. И вдруг шанс положить конец осаде. 24 апреля французы взрывают мину под одной из башен Акры, нанося ей серьезные повреждения. Наполеон отдает приказ о немедленном штурме. Сотни гренадеров устремляются вперед, но снова попадают под проливной огонь и вынуждены отступить. Наполеону нужно очень поторопиться. Наверняка пройдет совсем немного времени, прежде чем османская армия, собранная на Родосе, начнет наступление. И он опасается, что придется вновь пересекать Синайскую пустыню в разгар лета, когда жара будет смертельной. Наконец, 7 мая прибывает осадная артиллерия. Не упуская времени, французские орудия открывают огонь на следующее утро.
В результате обстрела обрушиваются значительные участки стен города. Французские войска атакуют в нескольких местах. Некоторым удается с боем прорваться в город. Но контратаки британской морской пехоты и турецких войск отбрасывают их назад. Генерал Ланн получает ранение в шею и вынужден отступить в безопасное место, едва избежав смерти. 10 мая Наполеон вызывает гренадеров Клебера для последней попытки взять город. «Никто не мог сравниться с Клебером в день битвы», замечает Наполеон, когда генерал с непоколебимым мужеством ведет свою дивизию вперед. Генерал Бон приходит со своими войсками на подмогу. В бою он получает смертельное ранение. Хотя французы проявили героизм и мужество, огневая мощь, свирепость и мастерство их противника оказались непреодолимыми. Наполеон, наблюдающий за атакой с передовой батареи, валится с ног в результате близкого попадания. Наконец он признает, что его люди сделали все, что от них требовалось. Попытка взять Акру провалилась. Акра – первое крупное военное поражение Наполеона. Четырехмесячная кампания стоила ему 4500 человек убитыми и ранеными, более трети личного состава его армии. Тем не менее, Наполеону удалось достичь своей главной цели – нейтрализовать угрозу со стороны Сирии. 20 мая его армия начинает 500-километровый марш обратно в Египет. По пути в Яффе Наполеон приказывает избавить от страданий около 50 своих солдат, пораженных чумой и неспособных идти в поход, с помощью передозировки лауданума. Это убийство из милосердия. От рук врага жертвы пострадали бы еще сильнее, но решение все равно вызывает споры. Французские войска опять оказываются в пустыне. Жара стоит нестерпимая, вода в дефиците. Моральный дух находится на дне. Наконец, после 25 дней марша, 14 июня, армия достигает Каира. Их возвращение отмечено триумфальными парадами и празднествами по всему городу, организованными Наполеоном. Он хочет, чтобы его кампания была признана ошеломляющим успехом как в Каире, так и во Франции. У солдат есть всего несколько недель на отдых. 15 июля приходит известие, что в Абу-Кире началось ожидаемое османское вторжение. Терять время нельзя. Наполеон должен немедленно ударить по врагу, пока тот не прорвался к дельте Нила. С большей частью каирского гарнизона, кавалерии Мюрата и дивизии Клебера, всего 10 000 человек, он мчится к Абу-Киру. Опытный османский полководец Саид Мустафа Паша с 9000 человек, расположившись в две оборонительные линии, защищает крепость Абу-Кир. Его план состоит в том, чтобы заставить французов атаковать его мощную оборону. Наполеон приходит в восторг, узнав об этом. Врагу некуда бежать. На рассвете 25 июля он отдает приказ о начале наступления.
Первая оборонительная линия Османской империи еще не была завершена, и ее преодолевают за считанные минуты. Французская кавалерия проносится вперед и отрезает османский правый фланг. Оказавшись прижатыми к морю, солдаты в панике бегут в воду, надеясь добраться до кораблей, стоящих в море. Тысячи людей погибают. С дивизией Д'Эстена на левом фланге, Ланном в центре и кавалерией Мюрата на правом фланге французы наступают на вторую линию османских войск. Укрепленная несколькими редутами, линия выдерживает первый штурм. Но когда французы отходят, нетерпеливые турецкие солдаты покидают свои укрепления и преследуют их. Мюрат пользуется моментом и бросается вперед со своей кавалерией. Вторая линия захвачена. Мюрат пробивается к османскому лагерю и, несмотря на огнестрельное ранение в лицо, берет Мустафу Пашу в плен ударом меча. К часу дня турецкая армия перестает существовать. Осталось всего 5000 выживших, запертых в крепости. Они сдаются через 8 дней. 2 августа, через год после уничтожения Наполеоновского флота. Битва при Абукире – великая победа Наполеона, во многом восстановившая его репутацию после поражения при Акре. Но теперь до него доходят новости о событиях в Европе, и для Франции эти новости не очень хорошие. Против Франции образовалась новая, вторая коалиция, возглавляемая Британией, Россией и Австрией. Их армии выиграли ряд сражений против французов, обратив вспять почти все завоевания Наполеона в Италии, и теперь угрожают республике вторжением. Сейчас не время лучшему генералу Франции находиться вдали от дома, не имея возможности повлиять на события. Страна находится в опасности. Следующий шаг Наполеона не вызывает сомнений. Вечером 23 августа Наполеон тихо садится на фрегат у Александрии с небольшой свитой, включая Бертье, Мармона, Ланна и Мюрата, и отплывает во Францию. Своей армии он оставляет лишь короткую прокламацию. «Вести из Европы заставили меня принять решение вернуться во Францию. Я оставляю генералу Клиберу командование армией. Войско скоро получит от меня известие. Сейчас я не могу больше ничего сказать. Мне потребовалось сделать большое усилие, чтобы оставить солдат, к которым я так сильно привязан». Генерал Клибер не в восторге от своего неожиданного повышения. «Он бросил нас с полными штанами дерьма», — заявляет он. «Когда мы вернемся в Европу, мы набьем ему морду». Но в Европу Клиберу так и не суждено вернуться. Следующим летом его зарезал в Каире молодой мусульманский радикал. Остатки французской армии в Египте сдаются англичанам в 1801 году, после поражения в битве при Александрии. Позднее они были репатриированы британским флотом в соответствии с условиями мирного договора. Экспедиция Наполеона в Египет дорого обошлась Франции.
Ее цели, которые всегда были туманными и конъюнктурными, стали невыполнимыми после уничтожения французского флота при Абу-Кире. И хотя в народном воображении экспедиция сохранилась надолго, за каждым лихим геройским поступком или романтической легендой скрывался момент безмерной жестокости и ужасных страданий. У экспедиции было одно положительное наследие. Незадолго до отъезда во Францию Наполеон был приглашен осмотреть каменную плиту, которую его войска извлекли из-под обломков при строительстве форта вблизи города Розетта. На плите, датируемой II веком до нашей эры, был начертан некий указ. Уникально то, что один и тот же текст был выбит на дематическом письме, древнегреческом языке и египетских иероглифах. По условиям капитуляции французы должны были передать ее британцам. Поэтому сейчас Розеттский камень хранится в Британском музее. Спустя 2 десятилетия после повторного исследования камень оказался ключом к разгадке утраченного языка египетских иероглифов и произвел революцию в изучении Древнего Египта. Это и другие открытия французских ученых породили совершенно новую дисциплину – египтологию, изучение далекого прошлого Египта, которое продолжает восхищать и удивлять нас и по сей день. Пересечение Средиземного моря заняло у Наполеона 41 день, и он чудом избежал встречи с английскими кораблями. Уже дважды ничто не смогло помешать его судьбе. По пути он в последний раз посещает Корсику и город, где родился, прежде чем отправиться во Францию, чтобы сделать следующий шаг в своем удивительном восхождении к власти. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и Дзен. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь. Там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Ивану Симкову.